Перерыв. Друзья, всем привет. Еду на избу. Попробовать хариуса, порыбачить. Ну и вообще проверить избу надо. Слетел с дороги. Серьезно так. Еще немножко бы проехал. И кувырнулся бы туда бы. Вообще перевернулся. Потому что очень круто тут обрыв такой. Я вообще оттуда, скорее всего, что не достал бы. Отцепил волокуши. Попробовал назад, но он шлифует. Боюсь туда, короче, свалиться. Сейчас в противоположную сторону туда за дерево зацеплю лебедкой. Такая вот лебедочка маленькая, но она выручает неплохо, бывает. Стой. Тут бревно. Вот он. По нему скользит. Сейчас надо туда жопу закинуть. Или вперед лучше туда. Не, вперед мне не закинуть. Это не собака. Тяжелый. О, елки зеленые. Вроде ехал аккуратно, наклонялся туда. На горочке лыжу немножко подкинуло. Стал выруливать, а прямо туда поехал, его понесло туда и все уже. Еще из горочки тем более. Короче, выезжаем на реку. Если рекой будет слуз, бросаю все к чертям собачьим здесь.
И иду на лыжах в избу, хотя бы сегодня дойти до избы, переночевать. У меня сил просто никаких нету, вообще ни на что. На реке сухо пока. И остановился, ребята, в этом месте. Кто, если помнит по ролику, осенью я сюда приставал, снимал рябчиков, и здесь лежал мертвый лось. И все вот волками истоптано. Они ходят вдоль берега. До избы остается здесь метров 300-400, наверное. Даже меньше, наверное, напрямую. По речке круг надо делать. И вот следы туда уходят. Вниз по реке. Они тут что-то бегали. Это, видимо, скакал оттуда. Прыгал. Прыжки такие. Вот именно в этот участок все утоптано. И вот они достали эту шкуру. Она здесь лежала. Все растрепали ее. Все разорвали. Целая лежанка у них тут. Вон шкура лежит. Везде помечено. Здесь пень помечен. Тут тоже пометили. Установил фотоловушку. Вот так. Посмотрим. Может быть придут. Но след довольно свежий. Где-то сегодня ночью, наверное, были. Может, еще придут. Думал, не заеду. Вообще легко. Разогнался и заскочил. А там дальше по снегу, по сугробу он просто своей стихии. Просто верхом идет, не валится никуда. Вот там, конечно, его огромный плюс. Нравится мне. Все. Заезжаю сейчас. Город тут до избы остается метров 200, наверное. Сейчас волокуши цепляю и все, на избу. Топить печку. И на сегодня меня хватит. 14 градусов. И снега немного, конечно, в этом году. В том году вот так вот сугроб такой здесь был. Но на месте хорошо. Все. Все отмерзло. Окурживело. Так, ладно, везде все в порядок. Сейчас захожу в избу и первым делом заглядываю под нары. Так как последний раз я когда уезжал поздней осенью, оставил под нарами 5 или 6 картонок с клеем на мышей. И ни одной картонки нету. Кто-то был здесь, ночевал, скорее всего, и эти картонки выкинул вместе с мышами. В избе полный порядок. Все отлично. Так что такие вот дела. Ну ладно. На столе чисто. Мышиного помета нету.
Но мышей, конечно, осенью переловлено было, будь здоров здесь. Дровишки есть немножко тут, но первое время хватит. Потом надо будет заготовить, съездить. Не знаю, в эту поездку я буду дровами заниматься или нет. Пока посмотрим. Завтра все-таки хочется на рыбалку съездить, а не дровами позаниматься. Думал, сегодня не доеду. Парит, труба сырая, на печке влага, вода, ну, от снега там все тает, стекает, короче, такая вот ситуация. Сейчас избу надо по-хорошему протапливать, она вся в инии, весь потолок, углы, короче, сушить надо, сушиться надо. Я весь сырой от пота. В 10, наверное, сегодня сошло с этим спартаном, с этим снегоходом. Но зато если вот он заехал в лес, поэтому в целое вообще едет, не надо никуда, просто прекрасно. Вот это мне нравится. Но если ты где-то завалился, или где-то ты застрял, или в слуз попал, то это все. Жарко, конечно, в этом костюме. Вот если на снегоходе ездить, наверное, надо что-то полегче одевать какой-то. В нем вот 25 градусов, вчера ходил на озере, сколько сидел, в нем вообще тепло. Отличный костюм, если вот так немного передвигаться, сидеть где-то вот, ну ехать тоже нормально. Но если вот так вот копошиться что-то вот, то потеешь сразу моментально. Ладно, само оттает. Да, почти 6 часов. Да, на дорогу, конечно, времени ушло очень много. Остатки сахара у меня тут были в избе. Так, сахар с собой не беру.
Тут сучок не расколоть будет поперек. Можно, но так сгорит. Лебедку занести просушить, вся во льду. Там собирался, когда кинул так все валом. Вот такая вот лебедка. Она небольшая, но со своей задачей справляется. Как таль. Самое главное, у нее цепь вот эта 3-метровая. Очень удобно. Не то, что вот эти вот рычажные, там 1,5 метра, пока натянешь, там веревка уже растянется и уже все, у тебя уже запас заканчивается. То есть надо как-то перевязываться, а это вообще классная. Она легкая, на 300 тонн, по-моему, на 0,25, по-моему, или на 300 тонн, 300 килограмм, 300 тонн. Неплохо бы такая лебедка на 300 тонн. Накочегарил, жарище, как в бане. И мысль меня что-то такая посетила, что завтра вот так вот буду я рыбачить где-нибудь, да, вот как раз в то место хотел ехать. Вот здесь ручей вытекает с той стороны, думал там порыбачить. И стая волков вот так вот из леса выйдет, и что делать? Всякое бывает. Оружия нету, ружья нету. Тут, конечно, такой момент. Я первый раз вижу здесь волков. Никогда не видел. Следов очень много. Я там реку ниже переезжал. Все волками вытоптано. Что они там бродили? Прям видно, что стаями ходят. Не одиночки. Нашли этого лося. Он там с осени лежит. Голова, копыта была, шкура. Что-то еще там было. Не помню. Я думал, все уже растрепали. Уже, ну, как бы такой поздней осенью уже там ничего не останется. Нет, что-то вот есть. Под снегом, видимо, нашли, разрыли. Может, росомаха была, еще разрыла. Не знаю, они, может, тут пришли. Сложно сказать. Ну, посмотрим. Фотоловушку оставил. Понаблюдаем. Придут, не придут. Ну, тут до того места вот здесь вот. Я дрова колю, слышно. Вообще рядом. Побоятся они, не побоятся, если, например, вот так я вот сейчас здесь живу. Подойти. Все-таки зверь хитрый, умный. Части людей боится все равно, наверное. Ну, хотя стаи, может быть, и... Не знаю, сложно сказать. Я не охотник на волка. Повадки как бы их так примерно могу что-то рассказать. Пол-9 утра. Вышел сейчас на улицу. Минус 29 градусов. Вчера вечером было минус 14. Спустился на речку, и сразу в глаза бросились волчьи следы. Вот туда идут по старой буранке дороге 2 следа. Может быть, конечно, один и тот же туда-обратно прошел, непонятно. Идет небольшой снежок, и вот вчера этих следов не было. Это вот ночью он прошел. Идет оттуда и вот так вдоль берега. Вот там я пристаю на лодке, вот здесь вот, летом. И вот здесь изба, уже рядышком. Он прошел вот так вот вдоль берега, вот здесь вот из-за поворота, и вышел сюда. Небольшой, но уже хорошо. Такой, короче, забираю его.
хотя бы на уху поймать сегодня. Вроде теплее чуть-чуть становится. Вернулся обратно на низ. Там больше не поклевки, там уже места такие. Вот он. Есть. Попался. Вот такой хоресок. Отличный. Хариус. Напротив избы рыбачу. Там уже надо ехать на снегоходе, если вверх туда. Еще один. Только опустил. Поменьше немного. Че ходил там куда-то за поворот. Вот рыба-то у избы у самой. Совсем маленький. Спускаясь вниз туда, здесь на повороте яма глубокая, а здесь мелко. И песок идет плавно на яму. Вот хочу попробовать. Там мелко было, сейчас чуть-чуть поглубже стало. Вот 2 хорюска маленьких поймал. Отпустил. Ну там вообще с пальчик такие они. Решил прогуляться до еще одного места. Больше ни одного хариуса не смог поймать. Иду по старой дороге. Ну, заодно и посмотрю, прогуляюсь, если нет слуз. Ну и все. Спускаюсь вниз. Там километра 1,5, наверное, может 2. Пройдемся. Вот снег заканчивается. Место неплохое, но все в торосах. Посмотрим сейчас, как сверлить буду. Может быть, там шуга снизу подо льдом, то есть лунку просверлишь, оттуда упирает эту шугу, и можно не порыбачить, короче. Надо смотреть. Обычно здесь так-то сухо, но торосов редко бывает. Мелочь, что ли?
Нет. Ух ты, какой хороший. Вот такой вот, друзья, попал хариус. Отличный. Залил хариуса холодной водой, чтобы он немножко отмок, оттаял. Потом в воде его так и почищу. Часы уже показывают неправильно. Стрелка бывает на месте туда-сюда дергается. Батарейку заменить. Эта батарейка проработала года 3 спокойно. Вот не доставал ни разу ее. Вот как поставил часы, так она и проработала круглый год. Помыл на несколько раз. Это вот последнее. Все попались самки, икра, печень и желудки. У всех почистил. Не поленился. Не надо никакой картошки. Друзья, всем доброе утро. Добрался до фотоловушки, снял ее. Скорее всего, что никого не было.
так как следов свежих не видно. Вчера снежок был, точно не было, может позавчера. В ту ночь приходили, когда я первый раз поставил. Время 11 часов дня, на улице минус 30 градусов на термометре, а в 9 утра было минус 32. Вот такая температура. Посижу в избе минут 15-20, попить чаю и посмотрю на фотоловушки, если нет чего, потому что она там у меня вообще не включается. Ну, такой мороз, она, короче, не работает, можно сказать. Отогреюсь, ну и надо пробовать заводить снегоход. Вообще, по уму, надо было, конечно, аккумулятор снять и занести его в избу. Вчера было вечером. Я чуть не думал, что такой мороз ударит. И главное, не отпускает. Вот в чем дело. Вчера в это время уже было около 20 градусов, где-то 22 вот так вот было. А сейчас пока так и стоит. С ручного стартера просто нереально его продернуть. Я 3 раза 2 руками газ немножко поджал, там веточку вставил. Но это, не знаю, надо спартанцем быть каким-то реально, чтобы продернуть такой мороз. Хотя масло у меня залито туда 0В40, жидкое, специально для морозов. Как бы и то продернуть не могу. А представьте себе, если масло там 5В, 35В40 кто-то льет. Там вообще оно все густеет капитально. Вообще его не продернуть будет. Снял аккумулятор. Вот подвесил его сюда. Вот он висит. Но надо было, конечно, это делать по уму-то со вчерашнего вечера. Но никак не сейчас. Подстелил под гусеницы. Такой широкий лист у меня здесь был. Вот этого баннера. Он хоть по нему катится, скользит. Сейчас пытаюсь лебедкой его сюда закатить и морду развернуть туда, в сторону этой, как его, избы. Накочегарю печку. Сделаю тент так, накрою, чтобы морда обогревалась. И над дверью. И, короче, так попытаемся разогреть. Больше не знаю как. Костры не хочу жечь. Рядышком все-таки бензин, топливо, открытый огонь. Не хочу, мало ли чего. Не дай бог. Со стороны, конечно, выглядит это смешно, но технику заводить надо. Может, морозы такие сейчас неделю простоят, неизвестно. Но на баннере он более-менее нормально едет, а так вот тяжело очень. Катки крутятся, все крутится, но тем не менее 2 гусеницы вот так вот вручную, чтобы его катить, это просто нереально. Надо быть спартанцем настоящим, этим заниматься. Это, конечно, не мотособака, которую дернул сюда вот, закатил бы, давно бы уже 5 минут, разогрел бы и уехал бы. Этот вообще просто неподъемный, я не могу ничего сделать без лебедки. Даже на полметра сдвинуть его не могу. Там тепло, нормально. Сейчас нагреется. Тепло хорошо туда идет. Снял капот. Так бы, конечно, еще поближе подтянуть сюда лыжей. В порог упереть, то еще лучше будет. Но ладно.
Я, короче, друзья, собираю вещи и еду домой. Так что все, всем пока, до новых встреч на канале и всем удачи. Завели. Завелся не сразу, но с третьего раза завелся. Схватил. Все, поехал.